Приветствую. Обзор, анализ, прогноз криптовалют. Крипторынок находится в красном цвете, сломал восходящую формацию. Давайте посмотрим, на каком фоне все это происходит, и в самом начале посмотрим, что же происходит с темой запрета криптовалют в России, которую 2 последних дня просто атакуют все новыми и новыми новостными заголовками, которые противоречат друг другу. Банк России предложил запретить обращение и майнинг криптовалют в России. Предлагается ввести запрет на выпуск, обращение и обмен криптовалют, а также организацию подобных операций на территории РФ. Все это было сказано в докладе, который опубликован на сайте Центробанка. Чуть позже его посмотрим. Почему же вообще заинтересовала криптовалюта Центробанк? Как они сами заявляют, рост популярности несет для России риски. Риски, как они пишут, связанные с благосостоянием граждан. Видимо, благосостояние, если у кого-то улучшается, для них это рискованно. Но намного правдоподобнее версия звучит вот так. Потенциальное использование криптовалют в качестве средства платежа за товары и услуги создает риск подрыва денежного обращения и утраты суверенитета национальной валюты. Все ради того, чтобы не забили на рубль и не перестали пользоваться данной национальной валютой. Центробанк на данный момент считает, что одного мониторинга теперь недостаточно и необходимо переходить к регуляторным мерам. Недавно они внесли в свой список организации, имеющие признаки пирамид, такую крипту как Mobox, ну и в принципе всю крипту они также считают пирамидой. Как они заявляют, криптовалюты обладают признаками финансовых пирамид, то есть все, не только Mobox, который недавно внесли в список. Ну и естественно сразу же обратились к вопросам в Кремль. Какие же комментарии они дадут по поводу слухов о полном запрете криптовалют в России? Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков перенаправил вопрос о возможном запрете криптовалют на территории России в Центробанк. То есть от Центробанка пришли к ним, они их обратно отправляют с этим вопросом, комментировать никак не хотят. Но кто-то же на это повлиял. И вот также было заявление, что ФСБ договорились с Центробанком о запрете биткоин-операций в России. Bloomberg заявляет, что именно они убедили Эльвиру Набиуллину, главу Центробанка, поддержать полный запрет на все операции с криптой. А сделать они хотят это для того, чтобы не было финансирования для оппозиции в России, чтобы никак не могли получать финансирование без ведома государства никакие иностранные агенты, никакие неподконтрольные организации. Но давайте посмотрим на сам отчет. Вот этот файл выложен на сайте Центробанка. Весь мы его смотреть не будем. Посмотрим пункт 4.2. Предложение банка по ограничению операций с криптовалютами в России. Страница 34. Вот она, 34-я страница, пункт 4.2. В первом абзаце о причинах. Статус российского рубля, который не является резервной валютой, не позволяет применять в России мягкий подход и игнорировать нарастание рисков. То есть они хотят убрать из обращения все конкурентные какие-то валюты, которые могут как-то понизить популярность рубля. На наш взгляд, целесообразны дополнительные меры. И вот здесь приведено 3 меры главные. Введение ответственности за нарушение запрета на использование криптовалюты в качестве средств платежа за товары, работы и услуги, продаваемые и покупаемые юридическими и физическими лицами, резидентами Российской Федерации. Если по-простому, наказывать всех, кто будет использовать крипту как платежи за что угодно и кому угодно. Второе. Введение запрета на организацию выпуска или выпуск, организацию обращения и обмена криптовалюты, в том числе криптобиржами, криптообменниками, P2P платформами на территории Российской Федерации и установление ответственности за нарушение данного запрета. Опять-таки, наказывать тех, кто как-то занимается обменом, либо обналичиванием, помощи в покупках и кто это дело вообще осуществляет. Должны быть выработаны механизмы выявления операций и лиц, их осуществляющих после введения запрета. Выработаны механизмы блокировки операций, направленных на покупку или продажу криптовалюты за фиатную валюту. Должен быть определен уполномоченный орган, на который будут возложены полномочия по реализации данных мер. То есть по запрету крипты будет, как предлагается, создано отдельное ведомство. И третий пункт – введение на законодательном уровне запрета для финансовых организаций на собственные вложения в криптовалюты и связанные с ним финансовые инструменты. Запрета на использование российских финансовых посредников и инфраструктуры финансового рынка для осуществления любых операций с криптовалютой, приобретения, платежи, переводы и для способствования осуществлению подобных операций, в том числе услуг по хранению или содействию принятия рисков через деривативы. Также они хотят запретить вложение любых российских организаций во что угодно связанное с криптой. Это, кстати, противоречит недавним
новостям о том, что Сбер организовал там ETF на компании, связанные с криптой. Ну и в последних 3 абзацах сказано о том, что все это они собираются контролировать и осуществлять все любые блокировки каких-либо обходов, взаимодействия с разными странами, чтобы происходил обмен информацией. Но стоит понимать, что это еще не закон. Это всего лишь, как это называется на обложке, доклад для общественных консультаций. То есть все это выкатив, они хотят как раз-таки посмотреть, как люди будут реагировать, что будут высказывать различные представители криптоиндустрии. И вот одни из последних новостей, которые также вышли по этой теме, в Госдуме назвали условия для сохранения майнинга в России. То есть там они собирались его просто искоренять, сейчас они уже как-то его пытаются сохранить. Фермы по добыче криптовалют можно не запрещать на территории России, если они будут действовать под жестким контролем со стороны государств. И вот еще одна новость. Здание Центробанка эвакуировали из-за угрозы взрыва. Аноним упомянул запрет майнинга. Банк России получил анонимную угрозу о минировании здания. И к этому подвязывают якобы майнинг крипты. То есть кто-то недоволен возможным запретом и пытается угрожать. Но по мне так пока это все вне рамок какого-то хотя бы предложения, законопроекта. Все это далеко от истины. И в подтверждении есть статья газеты.ру. Если зайти в Google, вот она ссылка, 21 час назад источник в Центробанке объяснил публикацию доклада. Проходим по ссылке. Упс, ошибка 404, страница удалена. Но Google у нас все помнит, делаем вот так. Сохраненная копия. И читаем. Источник в Центробанке объяснил публикацию доклада о криптовалютах приближением годовой премии. Финансовый департамент Центробанка мог выдвинуть идею о запрете криптовалюты в России ради индекса цитирования в СМИ, напрямую влияющего на размер годовой премии. Никакой информации о разработке реальных законодательных инициатив у нас не рассказывали. Я думаю, что это сделано исключительно с целью обсуждения и сбора мнений от представителей рынка. Кроме того, KPI, если кто не знает, это такой коэффициент, можно сказать, полезности человека, либо отдела, организации. Кроме того, KPI некоторых руководителей ставит в зависимость от индекса цитирования определенной темы в СМИ. Возможно, кому-то просто надо поднять этот индекс. А чем более спорными будут вопросы, тем лучше для цитируемости. Если говорить по-простому, чем больше о тебе пишут, тем больше тебе потом выпишут премию. И поэтому они подожгли пуканы всем, кто как-то связан с криптосферой в России, и благодаря этому получат повышенную премию. Но данный текст кому-то не понравился, и теперь на сайте газеты.ру вот такая табличка 404, страница не найдена. Данную информацию просто удалили. Но по мне так на данный момент она ближе к реальности. Несомненно, наше правительство захочет собирать налоги, и зачем прикрывать всю тему с криптой в России. По факту они ее прикрыть не смогут. И просто запретив криптовалюту, она будет такой же, как, например, нар, которые котики, и прости, которые утки. Они по факту есть, многие ими пользуются, но налоги с этого не собрать. Зачем теперь делать еще и крипту таковой? То есть все ими будут пользоваться, все о них будут знать, но налоги не собрать. А по сути тот же майнинг. Его же можно сделать как бизнес. Задрать для майнеров тарифы и на этом поиметь много денег. Собрать с них налоги и на этом поиметь много денег. А следовательно, пожарные проверки, еще какие-то там проверки. И возможно кто-то будет взятки платить. И это опять много денег. Зачем лишаться такой большой кормушки? Поэтому пока не будет каких-то законопроектов, все это больше походит как раз-таки на просто увеличение цитируемости и получение премий. Ну а если взглянуть на график, давайте посмотрим, что у нас произошло. Я думаю, все и так уже поняли, что стоп у меня выбит. В прошлый раз я зафиксировал профит, сейчас профита никакого нет. Рынок решил срубить мне стопы, хотя здесь сетап был просто шикарный. Но сейчас мы пролились вниз, снова у нас здесь понижаются лои, пробили уровень поддержки, и на данный момент я вновь вне рынка буду ждать нового сетапа. А что касается структуры, 4-ю волну наверх мы по данной структуре не дали, и здесь пока более вероятен сценарий того, что все-таки отскок здесь в скором времени должен состояться. Либо здесь 3-я волна растянулась, и сейчас мы ее будем растягивать, и после разворота уже сформируем более серьезный отскок наверх, либо даже 4-ку завершили вот здесь, и мы растягиваем именно 5-ю волну. И после разворота будет еще больший и серьезный отскок наверх. В любом случае, я здесь также в приоритете буду рассматривать лонги, и при формировании определенных сигналов, которые будут говорить о развороте, снова буду заходить в лонг. На данный момент здесь точки входа нет, падений я это не откупаю. А что касается настроений, индекс страха и жадности у нас сегодня
показывает цифру 19. По-прежнему находимся в экстремальном страхе. Немного показатель снизился, но достаточно он еще высок. Смотрим сентимент пользователей Твиттера. Здесь также у нас преобладает негатив. Все меньше и меньше людей верят в то, что мы находимся в бычьем рынке. Негатив здесь также преобладает. Это тоже хорошо для разворота. Показатель ФОМа. Находимся в разделе «Паника», тоже неплохо для разворота. Однако, если же смотреть вот здесь на истории, последнее недавнее движение, все-таки на развороте мы видим более такой фиолетовый оттенок. Оттенок паники, сейчас его очень мало, недостаточно напуганы люди. Если смотреть Google тренды, то они у нас полетели вниз. Сейчас показывает цифру 23, это самый низкий показатель. Последний раз ниже был только аж в середине года, в июне, не 21, аж 20. Настолько теряется интерес к биткоину. К тому же подводят вот такие негативные новости, например, из США. Служба регулирования отрасли финансовых услуг США, FINRA, рассмотрит ужесточение правил для криптовалют. Тоже решили покошмарить у себя их в стране. В приоритете будет контроль за рекламой. Как они пишут, мы не собираемся здесь регулировать или коренным образом менять нормативную структуру. Это выше нашего уровня компетенции. СЕК, другие федеральные регуляторы, Конгресс, они определяют правила игры. Но даже эта организация хочет как-то что-то усложнить, хоть и в плане рекламы услуг. А вот и тот самый Конгресс, о котором говорили, FINRA. В Конгрессе США озаботились влиянием майнинга на энергопотребление. Снова у нас тема энергопотребления, снова интерес к майнингу. В любых дебатах о майнинге вопросы выбросов углекислого газа и энергоэффективности должны выступать приоритетом. С таким лейтмотивом прошло слушание в Палате представителей Конгресса США, посвященное добыче криптовалют. Было озвучено, что эфириум в 2021 году способствовал выбросам, эквивалентным от 15,5 миллионам автомобилей. Старые угольные электростанции в Нью-Йорке и Пенсильвании были переоборудованы под майнинг-фермы, и это тоже волнует конгрессменов. Но обсуждение, кстати, происходило в таком одностороннем порядке, то есть были только те, кто за негатив. То есть конгрессмены просто собрались, побухтели, поворчали, но никого со стороны криптоиндустрии не пригласили. То есть им никто не мог ответить, как-то возразить. Просто люди собрались, поворчали и решили, что да, это плохо. А почему, чего, зачем это слушать? И вот еще одна организация, о которой говорили, FINRA, СЕК, пообещала усиление надзора над биткоин-биржами. Очередная негативная новость на просадке подвозит нам негативный ФАТ. Криптовалютные биржи станут основным направлением для комиссии по ценным бумагам и биржам в США в рамках ужесточения мер против цифровых активов. Председатель СЕК Гарри Генслер считает, что дополнительный надзор имеет решающее значение для предоставления криптоинвесторам тех же видов защиты, которые они получают при торговле акциями или другими традиционными активами. Казалось бы, опять ничего конкретного, но негативные заголовки подвозят вовремя, чтобы еще больше напугать инвесторов с шаткими нервами. Давайте посмотрим еще статистических показателей. За 24 часа лонги и шорты практически не изменились. Если смотреть на динамику, немного подрастали лонги именно вот на ценовом падении, то есть дно кто-то пытается откупать, лонги немного открывают. Я думаю, при проливе вниз их, естественно, сбреют. Шорты особо не подскакивали. Они и так росли на протяжении нескольких недель. За последние сутки на этом падении 236 тысяч трейдеров потеряли свои деньги, их ликвиднуло. 862 миллиона долларов у них отняли. Почти 88% из всех трейдеров, это, конечно же, лонгисты. Движение вниз было для многих сюрпризом. Вот так это выглядит на графике. Достаточно сильный и серьезный такой ликвидационный рост. Но стоит отметить, до этого был небольшой ценовой рост, и шортовые ликвидации также повышены. Но что можно сказать об этом графике? Цена идет вниз, и даже при таких резких движениях ликвидации, кстати, становится меньше. То есть все меньше и меньше людей залетает в рынок, и вот так вот происходит вытряхивание. Отбивают желание лонговать, и когда станет это критическим, эта масса наберется критическая, пойдет настоящий лонг. Пойдет настоящий рост. На этом падении Grayscale прикупили 17 310 монет Mana, Decentraland. Остальное все понемногу продавали. Sol, кстати, покупают, и вот совсем небольшая продажа была. Что еще интересного произошло на этом падении? Зафиксировали Glassnode, что реализованные профиты и потери здесь снова у нас подросли, но также видно, что они не совсем какие-то критичные. На что нам здесь намекает статистика, что был большой вынос
большие продажи летом, и затем перед разворотом был еще один большой вынос, который даже перебивал предыдущий. У нас же здесь был большой вынос, а сейчас дно постоянно обновляется, постоянно лои локальные обновляются, а больших выносов нет. Это может говорить о том, что нас ждет еще более серьезный вынос для того, чтобы собрать уже всех окончательно. Но для этого, я думаю, нужно обновить даже летние лои в 30 тысяч долларов. Если туда мы не пойдем, то разворот вполне может быть уже с ближайших уровней, потому что на данный момент мы собрали, если смотреть вот этот ценовой график, на данный момент мы собрали стопы с такой очень ликвидной зоны. Только что смотрели реализованные профиты и потери, сейчас нереализованные. И здесь нам показывают, что все больше и больше людей находятся в просадках, но не фиксируют свои потери. Данный уровень индикатора также сопоставим с летними значениями. Коэффициент предложения стейблкоинов сейчас у нас находится в зоне, откуда два последних раза происходил разворот цены биткоина. Летом мы пришли сюда, проторговались, вышли из этого диапазона, и цена также полетела наверх. В сентябре такая же история. Проторговались, вышли из диапазона, цена пошла наверх. На данный момент мы также в этой зоне торгуемся, но из диапазона еще не вышли. Если история повторится и повторим два предыдущих случая, также и здесь, то после выхода из данного диапазона этого индикатора цена может развернуться и пойти наверх. Но об этом говорить еще рано. Выхода пока нет, идет проторговка. График краткосрочных держателей. Здесь также зафиксированы большие продажи в минус. На этом падении график достаточно сильно ушел вниз. Это наибольшее значение со времен летнего коррекционного падения. И если можно так сказать, на этом графике демонстрируется боль держателей, которые недавно вошли в рынок. И на данный момент чувствуют, каково это фиксироваться в минус. Давайте посмотрим логарифмический график биткоина. Здесь можно следить за уровнями. Мы торговались как раз таки на уровне 40 тысяч, и мы его еще не обновили. Если мы будем лететь ниже, то следующий уровень находится в районе 34 тысяч, 34,5. Именно туда с большей вероятностью мы полетим, если не удержим текущий уровень. А туда мы вполне можем сходить. Мы от пика пролетели вниз всего лишь 3 уровня. Если смотреть на летнее падение, то здесь было падение на 4 уровня, и только после этого мы начали восходящее движение. Илон Маск нас снова порадовал своими твитами в области крипты. Он прокомментировал новость Bloomberg. Они написали, что изобретатель PlayStation говорит о метавселенных, что они бесполезны. Создатель PlayStation Кутараги пренебрежительно относится к метавселенным. На что Илон Маск дал свой комментарий «Великая мудрость», тем самым подтвердив, что метавселенную он вообще не воспринимает. И он считает, что она также бессмысленна. Также он прокомментировал новость об NFT. Все уже знают, что Илон Маск также NFT не очень уважает, так сказать. Постоянно над этим надсмехается, что это полная ерунда, с чем я, конечно же, частично согласен. Все эти картиночки, это просто смешно и как-то тупо выглядит. Можно сферу NFT применить и в других направлениях, но картиночки — это просто какая-то хрень. И вот он также написал в своем твиттере, что это раздражает. Написал, что Твиттер тратит инженерные ресурсы на эту чушь, в то время как криптомошенники устраивают вечеринку по блокировке спам-ботов в каждом треде. Его раздосадовала новость о том, что в Твиттере можно будет устанавливать NFT-шку на аватарку. Ну и также он посмеялся над комментарием, который оставили под этой новостью. Написали: «Заплати за то, чтобы выглядеть тупицей». И Илона Маска очень повеселил данный коммент. Ну и давайте посмотрим еще 3 хотя бы позитивные новости. Robinhood запустит криптовалютные кошельки. Он их обещал уже давно. И сейчас запускает бета-тест на первую 1000 пользователей. Они смогут отправлять и получать криптовалюты через свои брокерские счета. А в списке ожидания те, кто хочет уже попользоваться данной новой услугой, ждут 1 600 000 человек. Еще одна интересная новость. Google создаст возможность хранения криптовалюты на цифровых картах. Они не будут предоставлять услуги по оплате криптовалютой, они будут услуги предоставлять по хранению криптовалюты. И при оплате эта крипта будет конвертироваться уже в фиат, и оплата будет происходить в фиате. Google планирует сделать Google Pay всеобъемлющим цифровым кошельком. По мне, так это очень шикарная просто новость. На таком крипта должна лететь в небеса, но новости, как известно, у нас вторичны. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачной торговли и счастливо!